Приветствую вас, друзья! Новый экспертный обзор. Аппаратов, подобно этому, в мире очень немного, и, положа руку на сердце, перечислить бренды, выпускающие двухшнековые соковыжималки, можно по пальцам одной руки. Двухшнековая технология очень непроста в производстве. Уход за подобным аппаратом чуть более сложен по сравнению с вертикалками, но работа с самыми тяжелыми ингредиентами и высочайший КПД позволяет двухшнекам чувствовать себя на рынке вполне уверенно. Сегодня мы разбираем Велра. Скорее всего, отечественному пользователю имя Велра скажет немного, а ведь история компании Xiaokang Mulsan, которой и принадлежит бренд Велра, начинается еще в 1984 году. Почти 40 лет компания выпускает самые разнообразные приборы для кухни, в том числе и соковыжималки. Начинали Велра свою двухшнековую историю с аппарата Evergreen, и было это еще в начале 90-х. Тогда Xiaokang конкурировали с Kempa, Tribast и, конечно, компанией Angel. Затем была выпущена вторая модель с более современным дизайном. Ну и, наконец, последняя разработка компании – горизонтальная двухшнековая соковыжималка Велра. Полное название нашей сегодняшней героини – Велра TGJ50S. TGJ – это Twinger Juicer, ну или соковыжималка с двумя шнеками. Все логично. Кстати, Xiaokang выпускают и центрифужные аппараты, но в последние годы все больше покупателей отдают предпочтение именно шнековой технологии. Я думаю, многие знают, что шнековые соковыжималки бывают трех видов. Вертикальные одношнековые, горизонтальные одношнековые и горизонтальные двухшнековые. В зависимости от типа соковыжималки она чуть лучше или чуть хуже справляется с тем или иным продуктом. Это, как вы уже знаете, горизонтальная двухшнековая соковыжималка. Пожалуй, самая компактная в своем классе и по совместительству самая бюджетная. Шнеки располагаются парно и параллельно поверхности стола. Шнеков, как вы понимаете, два, и чаще всего они либо полностью металлические, либо мультикомпонентные. Например, нержавеющая сталь и какой-то полимер. В этом случае все то же самое. Кстати, если вы следите за рынком и вообще находитесь, что называется, в теме, возможно, эти шнеки вам знакомы. Не соковыжималка, а именно шнеки. Omega Twin. Omega Twin 32. Очень неплохая соковыжималка, которая присутствовала на нашем рынке несколько лет назад. Omega, не имея своих собственных производственных мощностей, заказывала свои двухшнековые аппараты именно на заводе Велра. Корпусы у них отличаются, а вот начинка по сути идентична, и некоторые детали даже взаимозаменяемые. Шнеки Велра вращаются на скорости 120 оборотов в минуту. Для горизонтальной одношнековой соковыжималки это, пожалуй, многовато, но для двух шнеков вполне себе норма. Внутри красивого корпуса находится корейский двигатель на 150 Вт. Для многих будет приятно узнать, что аппарат изготавливается и собирается в Южной Корее на собственной фабрике Xiaokang Mulsan. Несколько лет назад представители компании «Все соки» побывали на этом производстве, своими глазами увидели, как изготавливаются эти аппараты, и фильм об этой поездке вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Не секрет, что именно два шнека отлично справляются с самыми сложными ингредиентами, которые практически не покоряются другим типам соковыжималок. Например, молочко из проростков. Его не рекомендую делать на вертикалках и одношнековых аппаратах. Ну или те же самые дикоросы. Отжать еловые иголки или крапиву в больших количествах на простых вертикалках без последствий для аппарата практически невозможно. А для двух шнеков это чуть ли не расплюнуть. Понятно, что я несколько утрирую, и даже сами двухшнековые аппараты несколько различаются по своим возможностям внутри своего класса. Короче говоря, отжимать нужно с умом, даже на двух шнеках. В комплекте соковыжималки идут сразу 3 насадки для разных задач. Обратите внимание, насколько мелкие отверстия у сетки для соков без мякоти. Эту сетку можно использовать не только для корнеплодов или, например, апельсинового сока, но и для растительного молочка. Также у нас есть сетка с более крупными отверстиями для соков с мякотью. Такую насадку можно порекомендовать для более мягких фруктов, хотя это и не самые лучшие продукты для двухшнекового аппарата, ну или если вы хотите сохранить в вашем соке больше клетчатки. В таком случае разумно использовать именно эту насадку. Третья насадка предназначена для измельчения или смешивания. Отличная опция, которая позволяет вам готовить различные сорбеты, ореховые пасты, основу для растительных котлет, фалафель и так далее. Отжимная корзина Велра изготовлена из поликарбоната. Это прочный и часто использующийся в производстве полимер. Диаметр загрузочного отверстия 3,7 см. Не самое здоровое горлышко, но двухшнековые аппараты этим и не славятся. Какие-то крупные продукты надо будет нарезать на несколько кусочков. Обратите внимание на один очень интересный элемент, который иногда встречается в горизонтальных аппаратах. Регулятор выхода жмыха. Это полезная опция, которая позволяет вам самостоятельно регулировать степень отжима, его силу и влажность жмыха. То есть вы можете оказывать определенное влияние на процесс отжима сока и на финальный КПД.
Это что-то типа механики и автомата в машине. Если у вас есть регулятор выхода жмыха, то машина чуть больше подчинена вам. Если у вас его нет, вы как бы подчиняетесь машине. Конечно, это все довольно условно, но если в общих чертах, это примерно так. Регулятор жмыха имеет 3 положения. 1, 2 и 3. 1 – это максимально закрученный регулятор. 3 – максимально раскрученный. Максимально закрученный регулятор можно выставлять, если вы работаете с твердыми корнеплодами. Например, с морковкой. В этом случае вы сможете получить максимальный КПД. Третье положение подойдет для более мягких продуктов, например, яблок или апельсинов. Ну а цифра 2 – это что-то типа переходного периода, и вашим, и нашим. Вообще, со временем вы сами поймете, какое положение регулятора подойдет лучше для того или иного продукта. А то, что я вам сейчас рассказал, это лишь базовые рекомендации производителя, на которые вы можете ориентироваться. Ну, по крайней мере, до того момента, пока вы не стали продвинутым пользователем. По мощности вы уже знаете. В Южной Корее всегда основательно подходит к производству, и 150 корейских ватт – это действительно 150 ватт. Конечно, на отжим сосновых иголок в условно-промышленных масштабах мы бы Велра не бросили. Для этой задачи есть другие корейские аппараты. В частности, Greenstar или Angel, где и материалы попрочнее, да и гарантия в 2 раза больше. Правда, и ценник тоже. Но, как ни крути, Велра – это 2 шнека. Поэтому в целом для сложных задач аппарат подходит более чем. Сложные задачи – это корнеплоды, зелень, витграсс, дикоросы, молочко из проростков семян и так далее. Отмечу работу дизайнеров Xiaokan Mulsan. Скажу честно, соковыжималка способна притягивать восхищенные взгляды. Схожий форм-фактор использовала чешская Sana в своей 606 модели и американцы Omega в модели Twin Gear. Sana, правда, делалась на заводе у других знаменитых корейцев Hurom, а вот Omega как раз там же, где и наша сегодняшняя героиня. Обратите внимание на плавные и обтекаемые линии. Все очень гармонично и красиво. Хотя, понятное дело, это вкусовщина. Классно и то, что Велра, даже будучи двухшнековым аппаратом, получилась достаточно компактной. Можете посмотреть, как Велра смотрится на фоне своих прямых конкурентов. Не сказать, что прям малышка, но все же и правда компактней. Это важно, если вы живете в небольшой студии или если ваша кухня не позволяет использовать какие-то громоздкие приборы. Велра выпускается сразу в 3 цветах, за что корпорации Xiaokan Mulsan можно сказать отдельное спасибо. Всегда приятно, когда у тебя есть не только широкий выбор в модельном ряде, но и возможность выбора цвета конкретного понравившегося аппарата. Серебристая, белая или красная Велра могут оказаться на вашей кухне, если вы отдадите предпочтение именно этой модели. Немного историй. Помните, я сказал, что Omega использует производственные мощности Xiaokan и выпускает на их фабрике свои модели? Это действительно так. И так, кстати, поступают многие компании, у которых либо нет своих производственных мощностей, либо их просто недостаточно. Американцы решили, что строить целую фабрику или даже небольшой цех достаточно накладно, и просто арендовали линию у корпорации Xiaokan Mulsan. Внесли определенные корректировки в дизайн, и на фабрике Велра начали штамповать Omega Twin 32. Кстати, свои центрифуги Omega тоже делает на этой фабрике. Оригинальный бренд — это Giben, а штатовская Omega, условно говоря, лепит свои шильдики сверху. Велра – это оригинальный продукт, который компания выпускает на своей собственной фабрике, используя собственные ресурсы и собственные разработки. С технологией Twin Gear инженеры компании знакомы не одно десятилетие, поэтому вы получаете самый что ни на есть оригинальный продукт без накрутки на бренд. И это важно. Из каких-то минусов я, пожалуй, отмечу работу со сверхсложными ингредиентами. Я уже упомянул еловые иголки. Сюда же можно отнести еще что-то а-ля лопухи, крапива и что-то похожее, что вы хотите отжимать в больших объемах. Это важно – в больших объемах. Но в любом случае есть универсальный способ узнать, подойдет вам этот аппарат или нет. Наши консультанты. Чаты на сайте, в соцсетях и, конечно, по телефону. Если у вас есть какие-то специфические запросы, обращайтесь, и вам обязательно помогут. Еще к минусам я бы отнес меньший или чуть меньший КПД по сравнению с тем же Greenstar и Angel, да и работать вам нужно будет подольше за счет размера шнеков. У Greenstar и тем более Angel шнеки гораздо более массивные. Велра хорошо справится с корнеплодами, листовой зеленью, фруктами и, конечно, овощами. КПД на некоторых продуктах просто поражает. Даже на яблоках, которые традиционно любят отжимать на вертикальных аппаратах, Велра показывает просто блестящий результат. Что уж говорить про сельдерей, витграсс или морковь. Плюс вы можете получить растительное молочко из пророщенных семян или кунжута. Задача, которая практически не покоряется другим типам соковыжималок. Шнеки изготавливаются из очень прочных материалов, да и вообще вся соковыжималка собрана довольно качественно и надежно. Это еще раз к вопросу, а зачем в принципе нужна большая гарантия?
Итак, если подытожить, что вы получаете за свои деньги? Напоминаю, что это бюджетная, пожалуй, даже самая бюджетная двухшнековая соковыжималка на рынке в настоящий момент. За эту сумму вы получаете корейский аппарат от оригинального производителя, который знаком с этой технологией уже несколько десятилетий. Это действительно неплохая соковыжималка, собранная и разработанная опытными инженерами и специалистами южнокорейского концерна Seokan Mulsan. Гарантия на Велра составляет 5 лет. А значит, корейцы уверены, что берете вы аппарат не на пару месяцев и не на год. Иначе бы не предоставляли хорошие гарантийные обязательства. Если вы хотите надежный и именно двухшнековый аппарат, при этом чуть меньше КПД по сравнению с тем же Гринстаром и тем более Ангелом вас не пугают, Велра вас более чем устроит. Напоминаю про 3 цвета, которые доступны для заказа, и довольно компактные размеры. Надеемся, что сегодняшний обзор вам понравился, и вы узнали что-то интересное про этот аппарат, о котором, возможно, и не слышали до сегодняшнего дня. А ведь он присутствует на рынке уже много лет и чувствует себя довольно уверенно. Не забудьте посмотреть наши предыдущие обзоры. Мы стараемся делать их максимально объективными, для того, чтобы вы формировали собственное мнение, а не руководствовались навязанными стереотипами и маркетинговыми обязательствами продавцов. Проверьте, подписаны ли вы на наш канал, чтобы не пропустить будущие обзоры на самые интересные аппараты, представленные на нашем рынке. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно оставляйте их прямо под этим видео или задавайте их нашим консультантам любым возможным способом. Увидимся в следующем ролике.